Всем привет! Впервые на канале часы от российского завода Ника. Кстати, это крупнейший ювелирный часовой завод в мире. Появился еще в 2003 году и в прошлом году отметил 20-летний юбилей. Ника производит только ювелирные часы из золота 585 и 750 пробы и серебра 925 пробы со швейцарскими и японскими механизмами ETA, Ronda, Miyota. Завод имеет более 50 патентов на изобретение технологий, не имеющие аналогов в мире. В том числе метод, позволяющий сочетать в одном ювелирном изделии золото и серебро, ювелирные часы с технологией парящих стрелок, часы с действующей рулеткой и другие. И сегодня двое часов на обзоре. Сейчас я все это распакую, а потом уже будем смотреть, разбираться и внимательно изучать. Ну и чтобы было совсем интересно, у нас сегодня кварц и механика, мужские и женские. Ну, давайте, наверное, начнем с женской модели. Она здесь на механике называется Celebrity 1377. Там есть разные вариации, но я решил вам показать, как мне кажется, самую такую яркую, сочную и интересную, да еще и таком зелено-желтыми акцентами. Значит, здесь женские скелетоны. На циферблате, видите, у нас стекло цветное, зеленого цвета, и получается такой интересный эффект. То есть, вроде бы это скелетон, но скелетон такой прикрытый, что улучшает, с одной стороны, читаемость, а с другой стороны добавляет вот этого как раз очень интересное такое, сочетание. То есть у нас скелетон плюс разноцветный циферблат, в данном случае зеленый, да, он полупрозрачный, и когда свет яркий попадает, то очень хорошо все видно, да, вот части механизма. А если освещенности не так много, то кажется, что циферблат, вот как такой просто густой зеленого цвета. Интересно сделано, да? Кстати, девушки, кто смотрит этот видос, обязательно напишите, как вам эти часы и вот такое решение по циферблату. Здесь корпус серебро 925 пробы, золото 585 пробы и средний вес драгметалла 11,3 грамма. Там золото 1,45 и серебро 9,85. Значит, давайте пойдем дальше по размерчикам. Потому что это немаловажно, особенно для женских часов. Значит, здесь у нас 37 по диаметру высота. Кстати, стекло выпуклое, сильно выпуклое, 13,6 здесь у нас получается. А если без стекла, то я думаю поменьше, наверное, где-нибудь 12 с чем-то. Да даже меньше, смотрите, 11. От ушка до ушка по ремешку, да, у нас сколько получается, 16, так что небольшой здесь ремешочек. И от ушка до ушка как раз 42,3. Приложу себе на запястье. В общем, вот так это выглядит на 18,5. Я думаю, что на аккуратных, изящных женских запястьях будет в самый раз. Потому что, размер такой достаточно крупный. С другой стороны, женские часы в последние годы стали тоже разнообразными. Они стали и крупные, и средние, и небольшие, как это раньше было. То есть теперь для девушек окей и 37, и 38, иногда даже и 40. Это в зависимости от того, кто какие часы носит. При этом эта модель, она не выглядит какой-то прям супер крупной, она достаточно такая аккуратная. Мне так кажется. Да, опять же, девушки, напишите в комментарии. Значит, механизм здесь японский с автоподзаводом Miyota 8N24. Стекло минеральное с сапфировым напылением. Ремешок из натуральной кожи. Застежка здесь бабочка, да, в цвет вот этого внутренней части веранта. И на момент записи ролика цена примерно 67 тысяч рублей. Но ссылку на сайт оставлю, так что посмотрите актуальную цену. Давайте более детально с ними познакомимся. Здесь, слушайте, вот вообще по-другому тут серебро, да, в корпусе по-другому ощущается. Интересно. Никогда не встречал часов из серебра. Прикольно. Кстати, очень интересный здесь такой орнамент на ушках. Корпус чуть-чуть приплюснутый, объемный получается, с зеркальной полировкой. Дальше идет рант у нас золотистый, да, и внутренняя часть тоже. Так что у нас здесь сочетается такое серебро, плюс золото, заводная головка, да, стрелки, логотип Ники. И вот этот зеленый полупрозрачное здесь стекло. Интересно, мне нравится. То есть, как женские часы, как такие яркие, к чему-то притягивающий взгляд, мне кажется, окей.
Причем, ну, они достаточно строгие, я бы сказал, что они максимально универсальны, потому что здесь нет чего-то такого вычурного, какого-то перебора. Ну да, здесь, конечно, много зеленого, поэтому под определенный стиль, под определенный лук, я бы сказал, будет вполне окей. Ремешок под крокодила достаточно мягкий, с аккуратной прострочкой. Здесь все приятно. Ну и застежка, да, раскладная у нас. Ну что ж, потом посмотрим, конечно, подетальнее в макро. Но мне все нравится. И здесь ничего не засоряет циферблат, потому что только логотип и 3 стрелки. И причем минутная мне нравится, что достаточно длинная, секундная. Здесь все вот так, как надо. Да. Кстати, есть еще на стрелках здесь люминофор. Так что в темноте тоже можно будет рассмотреть время. И я вижу, еще здесь есть камни на часовых метках. Ну, теперь давайте посмотрим мужскую модель, которая называется Ego 1383 Bicolor. Внутри здесь в данной модели кварц, Ronda 6203, швейцарский механизм. Здесь есть функции второго часового пояса и большая дата. Ну, в общем, все, что такое вот обычно любят мужчины в часах, когда есть большая дата, на которой сразу можно посмотреть и увидеть, сколько сегодня у нас дней прошло в месяце. Да, здесь дата даже двойная. Ну, в плане читаемости она, конечно, просто оптимальнейшая. Значит, здесь рант рельефный золотой с алмазной гравировкой. И, конечно, переливается, да, когда и искусственное освещение, когда солнце. Ну, красиво, да, красиво. Празднично, я бы сказал. Циферблат здесь с гильоше. Причем гильоше разнообразные, аж 4 вида. Одно у нас, где манеж второго часового пояса, второе на основной части циферблата. Дальше идет между метками. И еще одна гильоше, где уже разметка секундная. Слушайте, ну прикольно. Циферблат такой сочный. Значит, корпус из серебра с зеркальной полировкой. Ну, практически везде, да, кроме вот боковой части ушек. Плюс здесь золото 585, да, и серебро 925 проба. Ну и средний вес драгметалла 18,8 грамм, золото 1,8, серебро 17, заявляет производитель. И стекло здесь минеральное с сапфировым напылением, ремешок кожа натуральная и застежка бабочка. Ну и на момент записи ролика цена примерно 54 тысячи рублей. Ссылку на сайт оставлю и посмотрите актуальную цену на момент выхода ролика. Ну и давайте пройдемся, конечно же, по размерам. Так, у нас по диаметру 44. Высота 10,6, 10,5 я насчитал. Дальше по ремешочку у нас получается 20 и от ушка до ушка 50,5. Этот момент учитывайте, то есть модель не самая маленькая, мое запястье 18,5, ну, собственно, вот так получается, да. Я думаю, что на 18 и больше эти часы предназначены, то есть они такие достаточно крупные, но при этом без перебора они невысокие, и это плюс, это большой плюс. Так что на средние и на крупные запястья. При этом, знаете, несмотря на то, что здесь серебро и много золотых акцентов, они достаточно спокойны, сдержаны, я бы даже сказал, что повседневные. Плюс, с учетом того, что здесь второй часовой пояс, вполне себе можно брать даже в командировке и в путешествии. Ну, в зависимости от того, какой стиль часов вы любите. Кстати, здесь шпилька специально искривленная, да, чтобы ремешочек у нас шел прям по корпусу. Хорошо. Корпус несколько такой приплюснутый, опять же, как и в вариации с женскими, то есть такой вот объемный. И они кажутся, может быть, даже чуть больше, чем есть на самом деле, потому что здесь, да, рант достаточно широкий, и плюс корпус. И все это так добавляет здесь немножко вот этой самой массивности, плюс ушки тоже достаточно широкие. Этот момент тоже обязательно учитывайте. Ну и, как я сказал, да, здесь есть золотые акценты на метках, на стрелках, на заводных головках и на ранте. И в целом, знаете, ну очень даже сдержанно. Хотя, вроде бы, вот на фотографии особенно смотрел на эти часы, казалось, что они более яркие. Нет, они очень сдержанные, и это хорошо.
Ну, по поводу даты здесь уже мы поговорили. Она двойная, 2 диска, да, и очень хорошо читается. И ну, с учетом того, что это все-таки модель со вторым часовым поясом, да, вот здесь он как раз в отметке 6 часов, здесь дата, она окей, она как раз в тему, потому что мы должны понимать, здесь уже такое-то число, а там уже такое-то число дома, да, и в путешествии. Это хорошо. Что касается ушек, здесь вот такая интересная у нас, интересное решение. Мне нравится, слушайте, это красиво. Гравировочка. И задняя крышка. Задняя крышка тоже с гравировкой. Кстати, вот на стук вообще по-другому ощущается не как сталь. Интересно. Кстати, кто носил часы из серебра, Ники, например, напишите в комментариях вообще, как это в повседневе. Интересно. Ремешок под аллигатора. Здесь достаточно мягкий, с аккуратной прострочкой, так что можно будет, я думаю, разные на самом деле попробовать. Я бы здесь поставил матовый, просто черный ремешок, может быть даже серый, и тогда бы они... Я думаю, что этим часам можно пробовать разные ремни, они тогда будут по-разному играть. Вот с этими они максимально сдержаны, да? А поставьте что-нибудь такое поярче, посочнее, и будет совсем другое восприятие у этой модели. Давайте, кстати, посмотрим важный момент по весу. Вот что касается мужских, да? Давайте посмотрим. У нас получается 73 грамм. Кстати, не тяжелый, так что в путешествии самое то, да? И женская модель 56, но здесь надо учитывать, что не кварц все-таки, а механика. Ну и самое время глянуть уже и макро. Слушайте, а прикольный эффект. Мне нравится именно с зеленым. Играет циферблат, интересно. И особенно если девушки любят что-нибудь такое механическое, движущееся, да, такой техностиль, то должно зайти. При этом здесь очень много женских черт, конечно, у этих часов. То есть и сочетание цветов, и вот эти камушки. С одной стороны, часы достаточно сдержаны, а с другой стороны, нарядного тоже много. Ну, мне кажется, это интересное решение. Здесь тоже ушки очень интересно исполнены. Я так понимаю, что у Ники, наверное, все модели, а вот с ушками, которые вот имеют какой-то вот свой такой орнамент на боковой части. Ну и что касается качества изготовления, посмотрите, здесь все супер. Здесь все очень аккуратно. Стрелки, полировочка, сатинирование по вот этой внутренней части ранта. Класс. Ну и задняя крышка, здесь можно посмотреть на Миюту. Ну а теперь мужские. Ну что, вот она двойная дата. Много видов гильюше. Мне, кстати, нравится шрифт на втором часовом поясе. Здесь классно. И вот этот рельефный безель. Ну и ушки с интересным орнаментом. Ну и метки здесь накладные, что добавляет вот это вот элементы шика. Много лет меня просили в комментариях: покажи Нику, покажи ювелирные часы. И вот, наконец-таки, руки добрались, и часы оказались интересными. И знаете, что самое для меня важное, несмотря на то, что здесь драгметаллы, они достаточно сдержанные и универсальные. Это большой плюс. Ну, напишите, какие Ники у вас в коллекции, что может быть еще показать на канале, что из этих часов больше понравилось. А на этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн. Увидимся.